Всем привет! Сегодня у нас на обзоре Ford Mondeo 5-го поколения. В этом видео мы, как обычно, поговорим о всех его слабых и сильных местах. Разберемся, подойдет ли вам такая машина. Давайте начнем с самого начала. Почему вы начали искать это видео? Скорее всего, вы его нашли по поиску именно по конкретной машине. Почему выбор на нее пал? Ведь на самом деле этих машин в России было продано очень мало. И конкуренция у нее достаточно-таки хорошая. Есть такие очень популярные машины, как Camry, Optima, Mazda 6. Но вот почему-то вас заинтересовал именно Ford. И это, мне кажется, неспроста. Возможно, вы где-то слышали от какого-то своего знакомого, у которого такая же машина, что машина слегка недооцененная. То есть продали их в свое время мало, но при этом она весьма и весьма надежная. И при всем при этом она еще и сейчас на вторичном рынке стоит недорого. Ну, на самом деле, да, я уже, можно сказать, раскрыл все карты. Машина очень надежная. То есть сейчас ее можно сравнить, ну, разве что с Camry. Вот именно в плане надежности всех своих основных агрегатов. Но, забегу вперед, есть у нее и преимущество перед Camry. Традиционно начнем с ее дизайна. Машина большая, длинная, особенно в белом цвете. Вы посмотрите, она просто огромной кажется. Со всех сторон гармонично смотрится. Спереди, сзади, сбоку. То есть машинка получилась очень красивая. Если, допустим, к 4-му поколению Mondeo были какие-то такие небольшие замечания в плане дизайна, то здесь все весьма и весьма неплохо. Единственное, что немного выбиваются 16-е колеса, которые у нас стояли в базе на такой вот жирнющей резине. То есть вот здесь резина, ну, практически как у Нивы, можно сказать, практически как у внедорожника. Сразу скажу, что данные колеса делают ее очень мягкой на ходу, но есть и небольшой минус, о котором мы поговорим немножко позже. Конечно, самое основное достоинство этого автомобиля – это его передняя часть. Давайте посмотрим на него спереди. Итак, мордаха получилась у данного агрегата вообще зачетная просто. В ней все в меру, знаете, есть и в должной мере агрессия, и стиль. Можно сказать, что она подойдет как молодому человеку, там порядка 20+, так и человеку, который уже преклонного возраста, ну, не будет на ней сильно выделяться, как-то выпадать, что по дизайну она ему не подходит. То есть все очень-очень сдержанно по-европейски и очень изящно. Особенно вот многим понравилась решетка радиатора в сочетании с такими узкими продолговатыми фарами. Многие сравнивают эту морду с Астоном Мартином. Ну, заканчиваем на внешности. Я думаю, вы все эту машину видели, и уже у вас сложилось о ней представление, нравится она вам или нет. Перейдем все-таки больше к технической части и содержанию данного автомобиля. Особенность российского Ford Mondeo заключается в том, что к нам он на рынок попал намного позже, чем вышел, допустим, в той же Америке. Если там эта машинка появилась в 2012 году, то у нас она появилась в 2015 году. И вы никогда для российского рынка она не выпускалась. Просто не найдете ни фастбеки, ни универсалы. Это всегда будет только седан и только с двумя моторами. 2,5 литра, который сделан совместно с Маздой. И является, ну, одним из самых надежных агрегатов, которые только сейчас вы сможете найти вообще среди всех автомобилей, которые, ну, можно сказать, прямой конкурент Camry с ее атмосферными моторами. И 2.0 турбированный EcoBoost. По мотору EcoBoost ранее было очень много нарицаний от пользователей. Считался он не очень надежным, но, опять же, машина у нас в России появилась в 2015 году, и к этому моменту большинство своих детских болезней, каких-то недочетов, оно уже устранили все и стало весьма и весьма надежно. По EcoBoost у нас в основном есть проблемы с выпускным коллектором, который разрушается и может тем самым повредить турбину. Но обычно это происходит после пробега 1150, а то и 200. И можно сказать, что турбина не такая уж и дорогая. То есть варианты ее ремонта это где-то около 40 тысяч, и выпускной коллектор есть аналоги около 30 тысяч. Если сравнивать, допустим, с теми же вагами, то вы понимаете, что цена не такая уж и высокая. Примерно на таких же пробегах может потребоваться замена фазовращателей. Они в среднем тоже где-то около 15 тысяч стоят. Это самые основные такие недуги. Во всем остальном к мотору замечаний нет, если должным образом его обслуживать. Если сравнить этот мотор с теми же самыми атмосферниками от корейцев, допустим, 2.4 на Optima, да, то вы поймете, что, несмотря на то, что он турбированный, ходит он намного даже лучше, чем, казалось бы, более надежные атмосферники. Но в данном случае у нас мотор 2.5, и
по нему, ну вот вообще никаких замечаний нет. Вот можете просто покупать смело с любым его пробегом, там 100 тысяч, 200 тысяч, даже может быть 300 тысяч после хорошей диагностики и соответствующей цены автомобиля. Эта покупка будет иметь смысл, потому что нередки случаи, когда он дохаживает даже до полумиллиона, опять же, если он постоянно не стоит в пробках и если его хорошо обслуживают. Мотор просто мое почтение. Опять же, при пробеге где-то 1200 могут потребоваться замена фазовращателей по примерно такой же стоимости, как с EcoBoost. Ничего, вот как бы каких-то замечаний для него сделать невозможно. Коробка для российского рынка также всегда устанавливалась только 6F35, которая совместно с GM сделана. Может быть, кого-то это немножко напугает, и кто-то знает такую печально известную коробку, как 6T30 по крузам, допустим, где очень много жалоб на нее было. Но здесь, опять же, все ходит весьма хорошо. Средний ресурс без ремонта данной коробки, он составляет 200 тысяч километров. Итак, мы разобрались, что у автомобиля все моторы для российского рынка, они очень надежные, очень хорошие. Коробка тоже при должном обращении служит очень хорошо. Может быть, у этого автомобиля подвеска слабое место, но нет. Здесь даже те же самые банальные стойки и втулки стабилизатора зачастую выхаживают больше 100 тысяч. Да, конечно, у нас в стране везде дороги разные, но в среднем, то есть сотню, они ходят. Все остальное ходит еще намного больше. То есть зачастую какого-то серьезного внимания подвеска даже после 150 тысяч не требует. И не требует больших вложений. Единственное, что было пользователями этого автомобиля отмечено, что если вы зачастую загружаете автомобиль по максимуму, ездят сзади пассажиры, забит багажник, могут выйти из строя задние амортизаторы тоже где-то примерно после 100 тысяч. Но справедливости ради нужно отметить, что все элементы подвески здесь стоят очень умеренных денег. То есть, если сравнивать ее с теми же самыми японцами, здесь обслуживание намного дешевле. Здесь обслуживание дешевле, чем у ВАГа, у того же самого. Мое почтение, господа. Получается идеальный автомобиль, но не все так просто. Есть одна такая маленькая капелька дегтя в этой бочке меда. Если кто-то в своей жизни уже сталкивался с Фордами, с Фокусами, либо с Мондео предыдущих поколений, они, наверное, уже догадываются, о чем я говорю. Это рулевая рейка. И цена ее, она, ну, для многих просто космическая. То есть, покупая такой автомобиль, ну, скажем, там, за 1 миллион, за 1 миллион 300, вы, наверное, зная, что здесь подвеска стоит в обслуживании копейки, когда услышите цену на ремонт рейки, порядка там 160-180 тысяч, для вас это будет весьма неприятный сюрприз, согласитесь. Здесь с этим автомобилем случилась такая же проблема, то есть на пробеге до 100 тысяч у него вернулась рейка. Именно обломала один болт в электроусилителе и приплыли вот так вот посреди дороги. И казалось бы, машина там 15-го года. Гарантия была всего 3 года на нее. Но вот человек обратился к официальному дилеру, узнали, что была отзывная компания по этой вещи, и всю работу выполнили абсолютно бесплатно. Рейки уделите при покупке этого автомобиля максимальное внимание. Во всем остальном он вас не должен огорчить и расстроить. По технической части вроде бы все я вам основное рассказал. Давайте перейдем к салону автомобиля, к его багажнику. Как показывает практика, зачастую Ford покупают люди семейные, уже после 30 лет, когда у них появились дети, там, возможно, у кого-то до 30 лет. Но суть в том, что Ford традиционно очень безопасная машина, поэтому есть смысл покупать, когда вы своих детишек не собираетесь перевозить. Но насколько она будет практичная, вот в этом мы сейчас и немножко с вами разберемся. Смотрим, в первую очередь, что мы видим. Все обшито у нас, да, здесь. То есть, если вы будете какие-то сюда коляски детские пытаться поместить, то металл там вы особо нигде никакой не поцарапаете. То есть, все зашито карпетом, пластиком. В принципе, первое впечатление сделано весьма и весьма неплохо. Но, если вот именно присматриваться, то было видно, что немного все-таки экономили, да. С одной стороны, петли у нас прячутся в такие специальные ниши, под которые вы там не подсунете никакую сумку, либо коляску, и потом будете этой петлей пытаться ее сломать, продавить, и непонятно, что сломается, коляска, либо петля. Это хорошо. Но с другой стороны, сама петля у нас, как видите, она голая. И вот это вот место, в которое она прячется, здесь даже как бы кантика никакого нет, никакой резиночки нет. То есть получается, что ну просто сделано технологическое отверстие вот в этом карпете, и все, она туда убегает.
это уже такие начинаются немного придирки, скажем так. Из-за чего они начинаются? Потому что автомобиль у нас, ну, наверное, все-таки D-класс, это не B, не C-класс. Да, конечно, в отличие от Соляриса, у нас здесь полобивки не отрезано, это уже весьма неплохо, да, но когда вот начинаешь к таким вот вещам цепляться, ну, скажу честно, есть за что зацепиться. По самому багажнику владелец данного автомобиля говорит, что коляска сюда складывается, помещается без проблем и без вопросов. Лично, на мой взгляд, проем узковат. И под поликом у нас запасное колесо, там тоже не очень много, запасное колесо именно в виде докатки, там тоже не очень много пространства, чтобы вот какие-то туда личные вещи запихать и оставить полезный объем багажника для каких-то больших вещей. Справедливости ради нужно отметить, что у предыдущего Форда объем багажника у 4-го Мондео был немножечко все-таки побольше. Здесь, может быть, они это сделали из-за дизайна автомобиля. То есть, как я говорил, что смотрится он по сравнению с 4-м Мондео очень хорошо. Может быть, из-за того, чтобы место сзади побольше оставить. Немножко лакшери в студию. Переходим на задний ряд, смотрим по месту. Двери открываются, сразу смотрим на широкий угол. По окантовочке у нас везде есть резиночки, этого не пожалели. Пыль в салон у нас так залетать не будет, как это на некоторых, да, автомобилях происходит. Не будем называть вслух. Дождь, грязь и все остальное. То есть здесь проемы будут оставаться более-менее чистыми. Садимся сзади, сами за собой. Опа! Все very good. То есть у меня есть место над головой. Я чувствую, что здесь даже два очень таких здоровых человека на дальнюю дорогу поедут. Они не будут друг другу никак мешать, не будут никак стеснять. Места здесь вполне себе предостаточно и в ногах, и везде. И диван имеет формовку, очень удобный наклон задней спинки. То есть, ну вот реально на такой машине можно махануть куда-то на море за несколько тысяч километров, и дорога не будет вас убивать, скажем так. Есть подлокотничек. Ну, в принципе, все самое основное есть. Зарядка снизу. Честно скажу, на любителя. Вот мне очень спереди нравится из-за того, что, опять же, такая большая панель. Она как бы немножко так висит в воздухе. Я знаю, это нравится далеко не всем. То есть, я вам опишу свои эмоции. Мы сейчас на машине прокатимся, посидим, потрогаем, послушаем. И я с вами поделюсь только своими эмоциями. Но по-хорошему, конечно, вот именно это вам нужно ощутить самому. Вот я сюда сажусь просто как в автомобиль, ну, скажем так, своей мечты, да. Вот он именно такой, каким я бы его и хотел видеть. Я бы хотел именно владеть точно таким же автомобилем. Это я вам честно говорю. Если говорить о каких-то недостатках по салону, многие отмечают, что у него к 100 тысячам руль выглядит не самым лучшим образом. Фактура кожи совсем теряется, становится гладкая, отполированная. Вот у этого автомобиля еще нет 100 тысяч, но в принципе можно сказать, что да, это правда. Можно ли отнести это к проблемам? На мой взгляд, нет. Потому что перешить руль – это не очень дорогая процедура, которая сейчас очень популярна и в принципе на всех машинах. То есть это не проблема конкретно этой модели. На всех машинах, особенно на корейцах, все это делается и делается недорого. Из каких-то серьезных проблем, возможно, вы знаете, бывают на парковке автомобили стоят, вы видели, и у них лобовое как бы такой вот фольгой заделано на липучках. Вот для этого автомобиля это будет не лишним, потому что была проблема у Мондео. У них на жаре панель немножко прогибалась вниз. Здесь я такой проблемы не вижу. Но учтите, что если вы будете постоянно где-то в жарком климате живете, оставлять эту машину на открытом солнцепеке, у вас может панель провиснуть. Устранялось это и по гарантии, вырезалось лобовое стекло и усиливалась панель снизу. И если не ошибаюсь, где-то в 2017 или 2018 году они дополнительно уже прямо на производстве добавили эти кронштейны, которые укрепили немного панель. Но вроде бы полностью от этой проблемы не избавились. Многие, опять же, утверждают, что уже до пробега 100 тысяч панелька начинает поскрипывать. Сначала снизу, подлокотник, там-сям, греметь, лишние звуки появляются. Я уже проехался на нем по плохой дороге, проедемся вместе с вами. В салоне абсолютная тишина. Ну, это вот такие первые эмоции. Теперь поехали прокатимся. Итак, оказываемся мы за рулем этого чудесного автомобиля, едем по очень плохой дороге.
И я вам хочу сказать, что на этих колесах с такой размеренностью он, наверное, один из самых мягких в своем классе. Может быть, только Camry как-то с ним поспорит тех же годов. Но зато управляемость здесь поинтереснее, чем в Camry. Давайте обо всем по порядку. Какой выбрать мотор вот лично вам? Какой вам подойдет? Я вам хочу сказать, что двигатель 2.5, в котором здесь там 149-150 лошадей, для американского рынка он поставляется на 175 лошадей. И на мой взгляд, вот он только по документам задушен, потому что даже если технические характеристики сравнивать, автомобили там Optima на 150 лошадей, Camry на 150 лошадей, то получается, что Mondeo, он даже при большой своей массе, он быстрее едет. Ну окей, может быть за счет крутящего момента. В целом ощущается он заметно быстрее своих конкурентов на 150 лошадей. Разгон у него там, до 120 неплохой, вам будет этого хватать. Нужно ли вот больше? Вот я вам честно скажу, если вы думаете насчет EcoBoost, то вам нужно задумываться по поводу других колес. Потому что именно для такой аккуратной рулежки ехать там, чилить, как говорят, да, не спеша, этого двигателя, он очень подходит для этого. И колеса подходят. Но как только вы начинаете какие-то резкие маневры совершать на этом автомобиле, вот у него начинает вилять задница. И вот в плане резких маневров он даже уступает тому же фокусу третьему. Наверное, все-таки по большей степени вот эти вот подвиливания и прыжки, мне кажется, они по большей степени все-таки связаны с высотой профиля резины. То есть, если взять резину, допустим, колеса не 16-е, а, ну, наверное, хотя бы 18-е, машинка будет пособраннее. Она станет жестче, конечно же, она станет уже не такой приятной, комфортной. Но именно вот на такой жирной резине она идеально подходит для этого мотора. Если вы хотите ураганить, ну, на такой резине, ну, это невозможно, она не доставляет вам удовольствия. К слову, с какой машины, вот, да, можно пересесть на нее? Вот владелец на нее пересел с Octavia 1.8 на 180 лошадей. И, как он сам говорит, ну, он энергичный такой человек, достаточно, что Octavia его постоянно провоцировала на очень такую агрессивную езду. И он даже как бы не пытался на ней никогда там ездить спокойно. А на этом автомобиле я вот просто смотрю, как он ездит, ну, весьма аккуратно, так все ямочки тоже перекатывается, где-то там в повороты особо не дерзит. И вот просто человек как будто поменялся. Я смотрю, и вот ему все-таки доставляет удовольствие ездить на этом автомобиле. То есть, лично в моем понятии, Mondeo 5-го поколения это вот идеально такой сбалансированный автомобиль для аккуратной, неспешной езды, комфортной, мягенькой. Ну а там уже, конечно, решать только вам. В любом случае, многим вот интересно, взял бы я себе такой автомобиль или нет. Вот честно вам скажу, учитывая его стоимость, если сравнивать его с конкурентами, да, взял бы, однозначно взял. Здесь очень хорошая шумоизоляция, она намного лучше, чем в Mazda 6. Она лучше, чем в Camry в той же самой. Здесь надежность, она не уступает Camry, можно сказать. Она вот реально максимально надежная. И при этом по стоимости, ну, сейчас очень сложно говорить, они дорожают с каждым днем. То есть, если еще там несколько месяцев назад эту машину можно было присматривать там за 1 с небольшим хвостом, там за 1.1, то, допустим, сейчас уже я посмотрел там ценники 1.3 в среднем. Но в любом случае Camry с таким же пробегом, с таким же там количеством хозяев будет иметь ценник 1.6, 1.8. То есть, да, вы понимаете, что в любом случае она, ну, как минимум на треть, на полмиллиона, да, она получается дешевле, чем Camry. И ничем не уступает, ну вот реально ничем. Знаете о слабых местах, о той же, да, самой рейке. И все. Никаких проблем, никаких подводных камней у вас не будет. Так что я бы себе такой автомобиль взял, поэтому могу смело его рекомендовать вам. В любом случае, спасибо за внимание. До новых встреч! Автомобиль не очень популярный. Не забывайте поддержать лайком, чтобы видео попало в рекомендации.